Андрей Андреевич, гуляли с дочкой и нам с балкона на голову насыпали соль. Это был ритуал какой-то. Часто для того, чтобы чтобы найти работу, с окна соль высыпают. Можно вот так поставить руку, покрутить, сказать, пусть я скоро найду работу, взять соль и выбросить в окно. На людей, если куда-то упадет, никак не подействует, ничего в этом страшного нет. Но работу человек найдет. В случае, если сверху на голову соль сыпется, соль есть сила земли и потенция земли. Поэтому это хороший знак, если сверху на человека соль сыпется. Соль это золото. Раньше, в средние века, соль считали наравне с золотом. 1 килограмм соли стоил как 10 граммов золота, как золотая монетка. Многие люди, которые проживали в средней полосе Европы, они не ели соли, потому что ее просто не было. И соль ее добывали в Италии, в Испании, везли на караванах, очень долго ее доставляли, в Черном море, там турки были. И из-за этого у соли было очень мало, и она была очень дорогой. Соль и специи это много денег стоило. И до того момента, конечно, использовали соль, и она была дорогой, и соль была не всем по карману. Считается, что соль это красота, когда человеку сверху сыпят соль. Когда человек приезжает на море и купается, то соленая вода убирает и болезни кожи, и человек моложе становится, и красивее, и так далее, и тому подобное. Так уж это все устроено. Я с этим всем согласен. Соль дает потенцию. Просто есть обряды с солью. Не отдавайте соль кому-либо в долг. Не давайте соль ночью, потому что так человек заберет что? Потенцию. Обычно забирают потенцию. Вот у женщины лежащий муж лежит на кровати, ничего не хочет делать. Выпьет пиво и лежит. Она говорит, он лежит, он ничего не хочет делать. Так понятно, что лежит. У него, скорее всего, депрессия, состояние тревожности. Он, видимо, нуждается в психиатрическом или психологическом восстановлении лечения. Или диабет. Или просто лежит. Но просто так мужчина не может лежать. Может, секса нет, тестостерон не формируется. Нет тестостерона, нет действий. И она вдруг решает что-то делать. Сын лежит, и муж лежит, никто не работает, никто ничего не хочет. И проводят такой обряд. Идет и берет у кого-нибудь соль. Если взять у кого-то ночью соли в долг, положить эту соль себе под подушку или где-то на кухне, чтобы она лежала, то можно обменять. Получается, лень их уходит к вам, а ее лень, лень их мужей и сыновей идет на вашего мужа. И после этого ваш может лечь. Это называется цыганский переклад. Как избавиться? Если кто-то занял соль, то скажите, оплата произведена, и в окно выбросьте мелочь. И все, говорите, это оплата за соль. И выбросьте мелочь в окно.